И ставим второй крючок. Таким образом мы делаем все крючки, то есть не оставляем. Если, конечно, хочется что-то испытать другое, не обязательно только шарики, хотя шарики работают превосходно, даже на удивление. Друзья, сегодня хочу рассказать о лучших снастях, которые мы применяем у себя для карповой рыбной ловли. То есть для карпа, сазана, может быть карася, но у нас карася нет, у нас карп, сазан. И это вот пружины, которые я сейчас показываю, это пока что в нашем регионе больше всего, что мы их применяем. То есть вот где-то 70% рыбаков, которые занимаются карповой рыбалкой, применяют именно эти пружины. Вот такая корейская пружина. Я когда-то давно показывал такой стиль корейской пружины. Но она почти ничем не отличается от вот этой, кроме веса. Здесь 20 грамм грузок. И сама пружинка поменьше. Это для того, у кого нет хорошего крепкого карпового удилища. А у кого есть удилище, которое забросит и 100 грамм, и 150 грамм, то мы применяем вот такую. Это не для течения или для слабого течения. Это 30 грамм, 40 грамм и вот такую пружину. Сейчас мы всю перемеряем. И не буду я тут крутить, сидеть, но я сейчас всю перемеряю, покажу, как мы ее применяем. И кто захочет из рыбаков, может использовать то же самое, все сделать сами по себе. Смотрите, сейчас вот в собранном виде. Вот такая она. Значит, она идет на 4 крючка. Это вариант вот на 30 грамм. Плюс вес пружины, плюс вес прикормки, который мы сюда задвинем. Начинаем. Я вам все перемеряю. Кто захочет, сможет спокойно повторить всю эту конструкцию дома у себя. Кто живет в Аргентине и не хочет ее крутить, может купить на интернет-магазине с доставкой по всей Аргентине. Я оставлю ссылку в описании, где конкретно купить эту пружину. Также большую и корейскую маленькую, если у кого-то спиннинги не очень мощные. Вот смотрите. Начинаем сверху. Здесь мы имеем вертлюжок, чтобы на защелку к спиннингу прицепить, правильно? И мы используем где-то 0,5. Даже в некоторых районах, где карпы очень большие, от 10 до 15 килограмм, используют 0,6 леску. Для того, что это вот основная леска, на которой все начинаем как бы и крутить. Узелочки, я думаю, вы уже вязать умеете. Какая длина вот этого вот поводка? Почему? Потому что это все скользящий грузик. Смотрите, видите? Груз скользящий. То есть, если потянуло, груз уже срабатывает позже. Значит, получается, это скользящий груз. И после нашей вертлюжка у нас стоит бусинка на основной леске. Какой же размер? Вот сейчас я возьму прямо рулетку и все это замеряем, чтобы мы понимали, какой у нас. Он у нас самое такое ходовое, смотрите. Видно, да? Вот 45, 46, ну, под 50, скажем так, сантиметров. Это вот длина, на которой скользящий поводок закреплен. Дальше, какая конструкция? Понятно, с обоих сторон у нас находится бусинка, которая не дает разбивать узелки. Здесь тоже бусинка, узел, бусинка. И вот эта часть пружины находится между двумя бусинками. Таким образом, она не пролетает. Пружина очень простая, очень примитивная. Смотрите, намотать ее можно, каждый человек может спокойно намотать такую пружину. Ничего сложного в этом нет, как вы видите. У нас они даже вот хорошо продаются в магазинах. Так что, если у вас такой бизнес делать самостоятельно снасти, попробуйте, расскажите, напишите в комментариях. Дальше все закончится в середине снова вертлюжком. А дальше к вертлюгу, смотрите, привязаны 4 крючка. И обязательно они должны быть на нитке, на крепкой нитке, потому что в основном это рассчитано на то, чтобы карп, допустим, до 15 килограмм ты мог вытащить спокойно, чтобы не оборвалось ничего. Значит, крючки должны быть хорошие и нитки должны быть крепкие. Почему не леска, а нитка? Потому что мы же потом на крючки будем это самое насаживать пенопластовые шарики. Вот такие вот пенопластовые шарики, видите? Для того, чтобы крючки плавали вокруг прикормки. А в пружину забивать прикормку. Ну вот, хотя бы вот такую вот. Вот такую прикормку, которая сыпучая прикормка, хорошая прикормка.
То есть она может с водой на водоеме размешал, и эта прикормка будет лежать в воде около 40 минут. То есть она не то, что будет 40 минут, нет, она будет рассыпаться, но по чуть-чуть снаружи будет рассыпаться. Но если это не прямо болтать ее, а так более-менее спокойный водоем, то около 40 минут за это время она рассыпется. А эти крючки, когда выскочат с прикормки, они должны, в принципе, на шариках плавать. Или когда карп начнет их засасывать, а я сейчас объясню, почему карп именно начнет засасывать крючки с пенопластом. Потому что на пенопласт мы ставим на крючки, ставим их вот таким вот образом. Давайте, наверное, я сначала сейчас покажу, и потом мы все размеры промеряем, а уж потом будем рассматривать, как ее применять. Для того, чтобы вы смогли дома повторить. Значит, на крючки мы ставим пенопластовые шарики, и именно ставим их вот таким вот образом. Этот пенопластовый шарик, видите, чтобы не закрывал цевье, чтобы он плавал вот так. Вот. Вот тогда он будет хорошо плавать. А почему он будет клевать именно на шарик, объясню чуть позже. Давайте дальше замеряем размеры пружины, потому что вы дома должны ее будете сделать, кто собирается делать. Значит, берем диаметр. Сколько у нас тут? Смотрите. Вот диаметр у нас получается 26. У меня это 26 миллиметров диаметр. Какой размер проволоки? И она работает нормально, превосходно. Держит, вот не деформируется ничего. Смотрите, около 2 миллиметров размер проволоки. Видите? Значит, ладно, тут колечки. И какая длина этой пружинки, чтобы все-таки было оптимально. Это большая-большая прикормка помещается и все. И вот у нас получается тоже около 4, 42, там 4, ну, в общем, 42-45 миллиметров. Вот длина такой пружинки. Вот это то, что мы называем крупной пружинкой. Большой, на хороший такой, знаете, это самый, на хорошую удочку, которая может выдержать большой вес. Теперь смотрим, какие же длина поводков у нас получается. Вот, в общем, будем мерять от пружинки посередине, там вы когда захотите столько. То есть 8 сантиметров у нас получается, вот так хорошо будет видно. 8 сантиметров до крючков. И крючки карповые, пусть даже это большущий карп, и все, мы применяем вот такие. Они очень хорошо выдерживают любую рыбу. Смотрите. Видите, такой вот формы. Вот. И размер этого крючка, раз мы уже тут такие все меряем, померяем и размер этого крючка. Вот здесь мы имеем 12 миллиметров. Видите, вот такой вот крючок. Не длинный, такой коротенький. Он очень хорошо за губу зацепляет и держит. Теперь давайте рассмотрим, уже раз мы взяли эту, то давайте посмотрим и вторую, более маленькую пружинку. Единственное, что здесь отличается, все одинаково. Это отличается тем, что здесь у нас все-таки грузик поменьше, потому что это на меньшие эти самые. И сама пружинка. Смотрите, как она сделана, чтобы вы видели. Видите? То есть вот наматывается проволочка сначала вот так. И закрепляется. Еще почему-то, не знаю почему, у нас еще называется это корейская пружина. Может, потому что мы увидели, как корейцы приезжали, ловили рыбу и использовали такие пружины. Потом наши начали мотать такие пружины. И так и пошло, что это корейская пружина. Такое часто бывает. Она сделана колокольчиком. Размеры видны. Да? Ну, практически 18-20. Длина, наверное, я уже показал. Общая длина тоже около 40. Такая. Остальные крючки и поводки, они одинаковые. Значит, теперь покажу, как мы ее собираем, чтобы было видно уже в сборе, перед тем, как забрасывать. Сейчас размешаю прикормку, сделаю и принесу уже готовую пружину вам показать. Продолжим. Теперь реально, как все мы здесь этой пружиной используем. Смотрите, я замешал прикормку. Это, кстати, очень классная прикормка. И замешиваем мы на такую пружину очень много прикормки. Вот такую, видите,
балду. Потому она и такая здоровая. Прикормка потом рассыпается. Ну, сейчас мы ее просто показываем. Делаем вот такую ямку из этой прикормки. Укладываем сюда пружину вот таким макаром. Вот середину. Немножко вдавливаем и закрываем. Делаем нитки, оставляем там, снаружи. А эту всю закрываем. И сдавливаем вот таким макаром. Вот, видите? Потому эту пружину я говорил, что это для удочек, которые очень такие... Вот. Это для удочек, которые выдерживают хороший вес для заброса. Теперь о шариках. Берем каждый шарик. Некоторые рассказывают, что надо, мои даже друзья так делают, некоторые, когда только в середину укладывают в прикормку, эти вот крючки без шариков, без ничего. Я так не делаю. Я делаю вот таким макаром. Смотрите. Вот так. И потом зацепляем вот таким макаром. Не больше. Просто чтобы при забросе это все не запуталось, чтобы все эти крючки были немножко заделаны в прикормку, чтобы они не запутались между собой. Сейчас мы сделаем все и покажу, как получится в конечном итоге перед самым забросом. Вы напишите, как вы делаете. Всегда, если делятся рыбаки как бы секретиками, это интересно. Если шарики маленькие, можно поставить парочку шариков. И не забываем передвигать их вот в такое положение. И ставим второй крючок. Таким образом мы делаем все крючки. То есть не оставляем. Если, конечно, хочется что-то испытать другое, не обязательно только шарики. Хотя шарики работают превосходно, даже на удивление. Сначала, кто не пробовал, рассказывает, что это, ну, как бы не всегда шарик сработает. Рыба его кушать не будет, рыба ее сбивает больше, чем прикормку. Именно шарик кушает. И сейчас покажу секретик, почему именно это так. Но если не хотите шарики, можете посыпать сюда любую наживку и также втыкнуть. Поняли, да? Какой-нибудь опарыша, еще что-нибудь. Смотрите. И вот эта вся байда забрасывается в воду. А почему кушаются шарики очень хорошо? Потому что шарики становятся очень ароматными. Мы применяем ароматизаторы, такого стиля ароматизаторы, специально для карпа и карповых. Это тут написано на испанском языке, но это для карповых рыб, для карповой рыбалки. И это ванилин. Жидкий ванилин размешанный и спрайт. То есть, таким образом мы берем этот ванилин, берем эту всю штуку и начинаем прямо вот по шарикам, по всей этой штуке, вот так вот, видите, ароматизировать. И они становятся очень ароматизированными. И эти шарики тоже ароматизированы и прикормкой, и ванилином. И даже когда они отваливаются и плавают над прикормкой, ну, крючки, я имею в виду, выходят из прикормки и начинают плавать сверху. Карп, когда хочет кушать, он засасывает сначала крючок, потому что он плавает. И даже я заметил, что рыбы всегда, когда уже достаешь, эти шарики посъедают, даже мелкая рыба, потому что они очень-очень ароматные и имеют большой запах вот этот. Так что все, это хотел рассказать. Кому это может сделать по этим чертежам, по этим размерам, которые я показал, каждый сможет повторить эту вот снасть для ловли карповых. Пишите в комментариях, в следующих видео попробую вам рассказать всякие секреты прикормок, которые применяем, и другие снасти, которые мы здесь применяем успешно для рыбалки. Так что пока и до следующих видео.